Приветствую вас, народ! Значит, сегодня мы посмотрим на сварочный аппарат, который приехал ко мне на обзор. Сварочный аппарат под брендом Deca Power и под маркировкой Fusion 205. Сварочный аппарат очень увесистый, тут целый комбайн, я уж не помню, 5 или 6 в одном. Весила вся посылка 26 килограмм 400 грамм, то есть очень-очень увесистая. Приехала упакована просто замечательно. Вот все переложено таким спененным полиэтиленом. И вот даже эта коробка с горелкой для полуавтомата просто не влезла в общую коробку. И было примотано к этой вот стенке коробки. Ну и, соответственно, вся коробка была умотана черным стрейчем. Вот, поехал я на почтовое отделение, все это дело получил, загрузил в багажник, приехал домой и позвал сына помочь выгрузить из багажника, так как очень что-то болит плечо. Открываю багажник, а сын говорит: папа, а зачем ты купил старый ламповый телевизор? Я присмотрелся, блин, точно. Вот представьте, все это дело умотано в черное и выглядит точно как старый ламповый телевизор. Так, коробочку мы опускаем на землю. Эту коробочку опускаем, друзья. Камеру я сейчас, наверное, направлю сюда поближе на стол. И мы с вами вместе все распакуем и посмотрим комплектацию, соответственно, вот этих двух коробок. И поближе уже посмотрим на аппарат. И вуаля. Так, есть у нас какой-то гарантийный талон. Не знаю, что за он. Вот так это все дело выглядит. Гарантия 15 месяцев. Так, здесь у нас упаковано пока не знаю что. Видите, даже сам еще ничего не вскрывал. Давайте смотреть. А в коробочке, в пакетике, вернее, у нас какая-то синяя вот такая вот штуковина. Под замком все. И смотрим, друзья, что же у нас тут лежит. А лежит у нас тут вот такая вот горелка. То есть газовый шланг и сама горелочка. Так, а где наши причиндалы? Ну и, конечно же, все наши причиндалы от данной горелки. Это для коннектора, то есть, я так понимаю, для гайки. Ну и здесь у нас сопла и электроды. Надеюсь, видно. Так, красивая синяя сумочка. Это просто классно. Воздушный или газовый шланг, кусок. Так, это у нас, я так понимаю, сменный кабель-канал под алюминиевую проволоку. Ну и сама наша горелка полуавтомата. Значит, кабель тут вроде бы 3 метра. Да, больше здесь не будет. Видите, все закрыто, то есть все сделано по красоте. Кнопочка мягкая, удобная, отличная. В этом месте установлена пружина, то есть, я надеюсь, переломов здесь никаких не будет. Кабель вот этот сам жесткий. То есть, здесь подписано CO2 Welding Cable. С этой коробкой, друзья, мы покончили. Давайте смотреть эту. Так, она у нас перевертыш. Так, здесь, друзья, инструкция. Инструкция просто шикарная, полнейшая и отличная. Инструкция на 2 языках. И, как видно, с половины инструкции начинается инструкция на русском языке. Всем, друзья, советую прочитать, особенно тем, как я, кто не профессионал. Хотя я уже этих сварок перебрал, в принципе, уже кое-что, поверьте мне, я знаю. Значит, масса плюс держак электродов с кабелями. В принципе, очень мягкие кабеля. Не знаю, как будут работать на морозе. Вот, надо будет посмотреть, что за кабеля. Либо чистая медь, либо, опять же, крашеный алюминий. При необходимости, конечно же, каждый все это дело может заменить под себя. Здесь комплект быстросъемов с такой вот трубочкой. То есть, это все дело нужно для подключения, опять же, либо газа, либо воздуха, если в случае, когда мы будем пользоваться плазморезом. Опять же, в этом всем комплекте есть для меня минус. Это то, что все эти быстросъемы используются японского типа. Кто не знает, что такое японский тип, вот такие вот разъемы. Я надеюсь, вы понимаете. Если брать наш стандартный, допустим,
европейский, то это все дело выглядит следующим образом. Ну, я думаю, вы поняли, в чем отличие. Это все дело, конечно же, поправимо. В некотором случае я ставлю там японские эти коннекторы. Ну, а для подключения, допустим, того же воздуха я переделаю все это дело под европейский стандарт. Здесь в коробке находится фильтр-редуктор, который нам нужно установить на заднюю крышку нашего аппарата. Выглядит все это следующим образом. Думаю, вы тоже все это дело прекрасно знаете. То есть в комплекте манометр, держатель кронштейн и сам фильтр-редуктор. И осталась у нас вот такая вот горелочка для плазмореза. Горелка PT31. Точно такой горелкой я пользуюсь своим плазморезом. И, наверное, я себе купил 5 метров вот этого рукава. Здесь у нас около 3 метров. На моем плазморезе 5 метров. Ну вот PT31, видите. Тоже здесь все классно сделано. Здесь что-то типа шарнира, шарик такой пластиковый. Пластиковая пружина, что тоже способствует, чтобы здесь у нас в этом месте не переламывался кабель. Ну и, соответственно, воздушный шланг, который идет внутри. Ну и там и в тик сварке, и в этой сварке, конечно же, есть коннектор для подключения. И по комплекту у нас осталось посмотреть на вот небольшой такой запасной наборчик. То есть здесь у нас по 2 штуки газовых колец, вот этих вот керамических колпачков, 2 электрода и 2, друзья, удлиненных сопла. Вот, плазморезом я своим уже пользуюсь давно. В комплекте шли укороченные сопла. Давайте я достану. Когда-то в комплекте шли укороченные сопла. Вот я решил попробовать удлиненные. Мне они очень-очень понравились. Но бывает, я покупаю хромированные. Они мне еще больше нравятся. Вот такие удлиненные сопла. В принципе, кто-то видео смотрит, наверное, все это дело прекрасно знает, а я тут распинаюсь, не знаю, как говорится, для кого. Вот. Но, как говорится, показать обязан. Сейчас немножко, наверное, с руки посмотрим на составляющие данного аппаратика. Итак, вот так выглядит аппарат. Передняя его панель. Значит, здесь у нас цветной дисплей и органы управления. Ниже вентиляционная решетка, через которую выдувается воздух. Коннектор для горелки полуавтомата, плюс-минус. И вот этот вот конец для переброски полярности. Под желтым колпачком находится коннектор. Если пользуемся тик-сваркой, то, соответственно, отсюда выходит у нас аргон. Ну, а если плазморезом, то сжатый воздух. Правая панель аппарата имеет только вентиляционную решетку. Ну и вот выглядит следующим образом с брендом DEKA Power. Рукоятка алюминиевая, большая, хорошая, удобная. Ну, я бы сказал, наверное, надежная. Задняя панель имеет выключатель, кабель питания порядка 2 метров, с сечением провода 3 на 2,5 квадрата. Установил я, как вы видите, фильтр-редуктор. Как и говорил, перевел все это дело на европейский стандарт. Здесь все оставил японское, так как смысла в переводе я не вижу. Ну и надо мне, конечно же, подумать еще, как в случае тик-сварки пользоваться вот моим тоже коннектором. Ну, короче, тут я посмотрю, может быть, просто шланг на хомутик возьму, может быть, подключу, опять же, вот комплектный коннектор. Проблем тут не составит. Значит, электрический разъем для подключения кнопки в случае тик-сварки и, конечно же, в случае плазмореза. Здесь у нас установлен вентилятор, который всасывает воздух вовнутрь. Вот. И хочу я что сделать. Видел я в каком-то обзоре, вот, товарищ придумал хороший способ. Ну, то есть избавиться от
металлической пыльцы. Он взял магнитики там буквально тонкие, неодимовые, диаметром сантиметр, и наклеил их сюда. Вот, и показывал, сколько вот этой вот мусора, пыли металлической на них наклеилось. Видимо, надо будет сделать это и мне. Ну и здесь у нас табличка с параметрами нашего аппарата. Кому интересно, читайте на паузе. Ну и, конечно же, смотрим на отсек с проволокой. Проволоки пока я не устанавливал никакой. Вот так, друзья, все это дело выглядит. Значит, здесь у нас два коннектора для всех видов сварки и только для плазмореза. Пользуемся сваркой, подключаем сюда, как говорится, и забываем. Нужен плазморез, переключаем на данный коннектор. Держатель катушки. Катушка входит сюда 5 килограмм. Значит, в комплекте имеются, я их уже положил, видите, в аппарат, 4 запасных ролика. Предустановленные ролики у нас, давайте я вам покажу, для металлической нержавеющей проволоки. Для металлической нержавеющей проволоки вот птичка В, 0,8 и единичка. Так, а в комплекте еще идет ролик под порошковую проволоку 0,8-1. Их должно быть 2, потому как у нас система 4-роликовая. Просто должна быть обалденная. Но скажу вам честно, ни в одном полуавтомате, какой меня не был, как бы меня особо не напрягало. Ну, посмотрю, как будет работать вот эта вот система на 4 роликах. Все так качественно и добротно сделано. Все металлическое. Так, и еще в комплекте у нас есть ролики. Так, как вам показать? Вот, с индексом У. Это ролики под алюминиевую проволоку. Их тоже, соответственно, 2. Ну и, в принципе, как бы по аппарату все. Дальше будем смотреть его начинку. В планах у меня разобрать и показать вам, что находится внутри. Ну а вот так устроен аппарат внутри. Все, видите, все разъемчики зафиксированы. Все просто сделано, как говорится, по фэн-шую. Значит, платы. Вот давайте посмотрим на эту плату, которая к нам спаянной стороной. Все буквально залито лаком. К сожалению, показать вам не знаю как. Что-то тут не бликует. Ну, надеюсь, вы увидите. Все, в принципе, четко пропаяно, надежно, капитально. Двигатель протяжки. Высокочастотный поджиг, я так понимаю, на ТВС. Ну и вот клапана. Все сделано культурно. Вон трансформаторы там намотаны такой хорошей обмоткой. Все силовые провода, видите, тоже сидят надежно, капитально. Как говорится, придраться просто, друзья, не к чему. Не знаю, как долго он будет работать, но я думаю, фирма известная, работает и будет работать. Ну и вот такой общий вид. Значит, от стенки все закрыто вот таким вот изолятором. Сюда он просто вкладывается и прищелкивается вот на 2 клипсы. Щелк, ничего ломать не нужно. Все разбирается просто идеально. И щелк. И все, видите, все держится. Ну а теперь быстро по управлению. На первый взгляд здесь все сложно и непонятно, но на самом деле все очень просто и интуитивно понятно. Первая кнопка отвечает за выбор режима сварки, вида сварки. Первый у нас идет сварка МИГ полуавтоматом с синергетикой. Второй с ручными настройками. Третий сварка алюминия с пульсом. Четвертый плавящийся электрод, сварка ММА. Пятый плазморез. Шестой тик сварка. Возвращаемся к полуавтомату.
Нижней кнопкой можем выбрать тип или вид газа, с которым мы будем работать. Феррум СО2, либо это смесь, либо вот все остальное, грубо говоря, с аргоном. Выбираем феррум СО2. Данной кнопкой можем выбрать 2 такта, 4 такта или сварка спот точками, прихватками. При выборе сварки спот у нас открывается такая менюшка, и мы можем здесь от 0 до 3 секунд регулировать время, вот когда будет аппарат работать и ставить точку. Также в режиме полуавтомата имеются и дополнительные функции. Они спрятаны в этой вот двухсмысловой кнопке. Если мы кнопочку нажимаем просто и держим, мы делаем протяжку проволоки. Проволока поехала. Держим, пока проволока не выйдет, и отпускаем. Краткие нажатия у нас включают режим индуктивности от минус 10 до плюс 10. Следующая краткая — это предгаз от 0 до 2 секунд. Следующая краткая у нас начальная скорость проволоки от 0 до 10. И следующее краткое нажатие у нас отжиг проволоки. Следующее у нас краткое нажатие — это постгаз от 0 до 2 секунд. Данной кнопкой выбираем диаметр сварочной проволоки от 0,6, 0,8, 0,9 мм. Есть еще 1,2, но 1,2 мм выбирается только при сварке алюминия с пульсом. Здесь настройка тока, здесь длина дуги, либо индуктивность. Я еще сам, честно говоря, немножко не понял вот эту вот функцию. Так, ручные настройки пропустим, все то же самое. В принципе, сварка алюминия все то же самое. Можем выбрать 2 такта или 4 такта, точек у нас нет. Проволока можем выбрать только 1 или 1,2 мм. Здесь ток, здесь вот это вот индуктивность. Режимы те же самые: индуктивность, предгаз, скорость проволоки, отжиг проволоки и постгаз. Следующий режим — режим сварки плавящимся электродом ММА. Регулировка тока, и на этом как бы все. Это не работает, больше ничего не работает, но у нас еще есть 4 скрытых функции. Кратким нажатием открываем, антиприлипание можно включить, выключить. Следующий — форсаж дуги от 0 до 10. Следующее — горячий старт от 0 до 10. Следующее у нас идет режим ВРД, включить-выключить. Все пока выключим. И соответствующие значки, видите, если все выключено, значков у нас не появляется. Следующий режим — режим плазмореза. Здесь у нас работает только ток. Регулировка тока, больше ничего не работает. Ну и режимы 2 такта и 4 такта. Следующий режим — режим тик сварки. Здесь у нас работает ток. Режим 2 такта, 4 такта. Выбора проволоки, конечно, нет. Выбора газа нет. Подразумевается, что у нас используется аргон. Подрежимы: предгаз и постгаз. То есть постгаз до 5 секунд, а предгаз до 3 секунд. Ток 100 ампер, сварка полуавтоматом. Будем варить с вами 2 такие вот железки 4 мм. Друзья, на каждую сварку буквально по шву, так как я уже материал отснял, получилось очень много, больше 1,5 часа. Я хочу все это сократить и все это дело переснимаю. С аппаратом уже познакомился достаточно хорошо и могу сказать, что просто вот такой вот суперский аппарат. Ну что ж, 100 ампер, поехали. Так, пускай остывает. Сейчас сделаем ток на минимум, то есть 30 ампер. Тонкая жестянка, буквально миллиметр. Сделаю шовчик на вот этой жестянке. Варит просто шикарно. Все дело кипит, шипит. Ничего нигде не затыкается, не упирается.
благодаря, видимо, 4-роликовой системе. Вот такие получились швы. 30 ампер, видите, какой валик красивый. Ну, можно поиграться настройками, и будет все вообще прекрасно. Здесь у нас получилось вот так. Переключаем в режим спот, сварка точками-прихватками, ставим, допустим, 1 секунду времени. Ток 50 ампер, пробуем, что получается. Вот такие точки получаются. Временами проволока упиралась. Ну, металл не особо чистый, поэтому где-то упиралась в этих разные места. Это скорее всего. Сейчас поставим на 3 секунды и попробуем поварить швами. Здесь нет цикличности. Раз нажал, точку поставил. То есть она сама не работает. Ну и швы получаются, считай, одинаковой длины. То есть вот так вот непрерывно, постоянно нажимая, можем ввести 3-секундными швами и что-то где-то прихватывать тоже. Включил режим ручной дуговой сварки. Варить буду электродами Continent 3 мм. Значит, данными электродами вроде бы как надо варить на обратной полярности, что в принципе я и сделал. Подключил на обратную полярность. Даем ток, 100 ампер. Все эти вот доп. Функции у нас выключены. Будем пробовать варить тавровое соединение. Значит, вот эти вот держаки, это держак комплектный. Полная ерунда. Не рекомендую, под замену. Но будем пробовать варить им. Пускай остывает то, что я наваял. А сейчас мы с вами сбрасываем ток до 25 ампер. Вот, возьмем свежий электрод. И я покажу, что на этом токе трудно поймать дугу. Короче, видите, дуга ловится, то не ловится, то прилипает. Вот сейчас мы с вами попробуем режим горячий старт. Горячий старт. Дадим ему, наверное, десяточка уже много. 6 пускай будет. И посмотрим, как будет срабатывать горячий старт. Видите, в начале схватило, но потом дуга погасла. И электрод приклеился. Сейчас будем включать и проверять режим форсаж дуги. Дадим ему 6. Вот, и посмотрим, как наш аппарат будет держать дугу на 25 амперах. В конце прожег дырочку, оторвал и пошел горячий старт. Вот такой вот шов получился. Вот это вот первый шов никакущий. А так, видите, валик можно накатать даже на миллиметровой вот этой стальной пластинке. Ну и все вы видели, что у нас происходило залипание электрода. Поэтому проверяем и антизалипание. Включаем антизалипание и смотрим, что у нас получается.
Ток падает до нуля, и электрод спокойно отклеивается. Кто-то спросит, дай ему тока. Давайте ему даже 163 ампера. Глаза. Напряжение в ноль, электрод спокойно отклеивается. Напряжение восстанавливается, и тогда мы сможем с вами спокойно работать. Надеюсь, вы сами видели, что все работает. И остался нам проверить режим ВРД. ВРД режим включен. Что значит данный режим? Напряжение холостого хода у нас 60 вольт практически. Видите, когда мы ничего не делаем, а допустим меняем электрод, чтобы это безопасно происходило, у нас аппарат сбрасывает напряжение до 16 вольт. Но по паспорту заявлено 9-12. При возникновении дуги у нас напряжение опять растет, и мы с вами можем все это дело работать и варить, видите. И как только у нас происходит бездействие, опять у нас напряжение свалится до 16 вольт. Так, отбиваем шлак, смотрим, что я тут наваял. Ну и получилось как-то вот так. Подключил тик-горелку, выбрал режим тик-сварки. Разъемчик вот с этого проводка включил на заднюю крышку в гнездо. Ну и, конечно, подключил соответствующий штуцер газ-аргон. Будем пробовать. Ток установил 100 ампер. Из доп. Функций здесь у нас предгаз 0,5 секунды и постгаз 2 секунды. Попробуем сварить методом плавления 2 пластинки по 4 миллиметра. Глаза. Ну и как-то вот так это все дело получилось. Выбрал режим сварки алюминия с пульсом, подключил шланг с аргоном в определенное гнездо сзади, масса на минусе, вот этот вот обрубок на плюсе, евроразъем на месте, и перед этим я заменил, значит, канал на тефлоновый. Вот остался от него обрезочек. Будьте внимательны, канал нужно менять, чтобы он был от упора и до упора, иначе будет проволоку закусывать. Дальше выбираем режим алюминий-магний в аргоне. Почему? Потому что я поставил катушку провода алюминий-магний. Дальше режим 2 такта, диаметр провода 1 мм. Ток установим на 100 ампер. 100 ампер. Из доп. Функций индуктивность 0. Предгаз 1 секунда, скорость проволоки начальная 2, значит отжиг 4 и постгаз 2 секунды. Думаю, для проверки этого достаточно. Будем пробовать сваривать 2 пластинки алюминия толщиной 4 мм. Фаски не снимал. Будем пробовать поверху и посмотрим на шов. Ну что, погнали, глаза. Вел я быстро, немножко не зная, как правильно, но что-то получилось. Сейчас я попробую зачистить немножко этот чернозем и продемонстрирую вам. Вот такой, в принципе, классный валик получился. Значит, в этом деле надо опыт, а варит просто изумительно. Сейчас попробуем, наверное, шов еще один с этой стороны положить. Немножко буду медленнее вести и посмотрим, как будет шов, шире или нет. И, наверное, давайте сделаем немножко индуктивности. Добавлю в минус
Попробую. Вот, минус троечку я... Не, минус троечку сделаю. Посмотрим, повлияет на что или не повлияет. Вел немножко медленней. И шов получился немножко красивее. Ширше, либо ширее. Это замечательно, клянусь Богом. Вот здесь такой шов, а здесь такой шов. То есть индуктивность, походу, немножко дала расплывчатости. Отлично. Так, давайте еще попробуем эксперимент один. Я просто положу валик с индуктивностью максимальной. Что у нас получится? Давайте, допустим, в минус. Посмотрим и на этом, наверное, закруглимся. Глаза. Да, с индуктивностью, смотрите, тут я что-то сморканул сразу, да, вот начало. И потом поехало вообще такой валик плавный, ровный, красивый. Вообще шикарно. Вот. Так что алюминий варить можно полуавтоматом с режимом пульс. Просто замечательно и шикарно. Но тренировка и сноровка сделают свое хорошее дело, конечно. Режим плазмореза. Первым делом перекидной контакт перебрасываем со сварки на резку. Кут. Не забываем. Данной кнопкой выбираем режим плазмореза. Загорается кут 20. 20 это у нас минимальный ток 20 ампер, максимальный ток 50 ампер. 2 такта, либо 4 такта по вашему усмотрению. Из доп. Режимов у нас есть предгаз и постгаз, то есть режим продувки. Давайте его 2,5 секунды нам достаточно будет. Больше здесь ничего не работает. Массу подключаем на плюс. Ну и туда же, куда подключали и ТИХ, наш шланг высокого давления с высоким напряжением. Вот в этот вот разъемчик прикручиваем. Проводок от нашей пусковой кнопочки, конечно же, прикручиваем в данный разъем сзади аппарата. Накачиваем наш компрессор, берем воздух, вот моя улитка, и по шлангу побежали. Подключили его в регулятор давления. Я настроил давление в 5 килограмм. Значит, оно пошло и пришло в гнездо кут. Резко. Ну что ж, пробуем резать миллиметровую сталь. Значит, высокочастотного поджига, друзья, я здесь как-то не увидел. Если он есть, то на совершенно маленьком расстоянии. Ладно, будем поджигать контактным путем. Погнали. Вот так он справляется. Ток 30 ампер. Режем пластину 4 мм толщиной. Уже пробную я отрезал. Четкий рез. Так, пробуем на таком же токе, наверное, порезать четверку, вот эту, что мы с вами варили, алюминий.
шикарно идет. Ток 40 ампер. 41 пускай будет. Будем с вами резать железяку 12 мм толщиной. Больше у меня, друзья, нету. Я уже ее порезал один раз. Вот такой разрез получается. То есть четко, красиво. Ну что, пробуем. Погнали. На выходе, видите, получаем вот такую красивейшую картину. То есть на 40 амперах, давайте я продемонстрирую, что там 41 ампер. И вот так мы можем резать 12-ку. То есть запас по току еще есть. Я думаю, миллиметров 20 он должен порезать. Закончилось данное видео. Честно скажу, старался, снимал, переснимал. Первый раз наснимал там на больше, чем час. Решил переснять, чтобы немножко сократить время просмотра. Ну, минут до 40, наверное. Я не знаю, сколько там получится. Вот. Хочу отметить пару минусов, которые я уже упоминал. Это держатель под замену. Кабеля длина, ну, по вашему усмотрению можно удлинить. Значит, не показал я вам два вида сварки. Это сварка нержавейкой в полуавтомате и сварка, опять же, полуавтоматом, проволокой без газа с флюсом. Вот. Ну, это все относится к полуавтомату. Я думаю, всем и так все понятно, что данный аппарат будет варить без вопросов. Маленький еще такой минус, это по точечной сварке. Пускай бы они сделали немножко автоматический режим. А так нам надо поднести, нажать, точка. Поднести, нажать, точка. Пускай бы они сделали настройку там, вот этот интервал. То есть я клавишу нажал, поднес, точка, перенес там 0,2 секунды, да, точка, перенес, точка. И вот этот интервал каждый бы под себя подстроил. И это можно было бы все отнести на режим, грубо говоря, 4 такта. На этом все. Ссылка на официальный сайт DEKA Power находится в описании под видео. Заходите, смотрите. Большая линейка различных аппаратов. Всем здоровья, удачи. Пишите свои комментарии. Пока. Все, кино не будет. Электричество кончилось.